Здравствуйте, друзья! Сегодня один из моих 3 серверов Home Assistant, основной, кстати, приказал долго жить по причине выхода из строя microSD карточки памяти. Об этом я узнал практически моментально по сообщению от резервного сервера, который перехватил управление на себя. О том, как реализовано взаимодействие между серверами Home Assistant, я уже снимал видео. Если вы его не видели, ссылочка появится сейчас на экране в виде подсказки и будет в описании под этим видео. Еще одно обязательное к просмотру видео о том, как реализовано автоматическое резервное копирование конфигурации Hasio. Об этом тоже я уже снял видео, ссылочки будут там же на экране и в описании под этим видео. MicroSD карточки по сути являются расходным материалом. И вопрос здесь стоит не если, а когда. Поэтому к ситуации выхода из строя нужно быть всегда готовым. Такая ситуация со мной происходит не впервые, я уже проделывал все эти операции и хочу поделиться своим рецептом восстановления сервера с вами. Поехали! Я буду использовать новую карточку памяти и распакую на нее образ системы для своего одноплатника Orange Pi PC2, а использую я сборку Armbian Bionic на базе Ubuntu. Качаем свежий образ, он у меня уже скачанный. Развернутый образ довольно маленький, компактный, всего лишь 206 мегабайт. И теперь нам нужно развернуть его на карточку памяти. Для этого можно использовать различные программы. Я использую Itcher. Достаточно удобно и неоднократно меня уже выручало. Выбираем образ системы. Вот он. Armbian Orange Pi PC2. Открыть. Здесь уже он обнаружил мою новую карточку памяти, использую 32 гигабайтную, и нажимаем Flash. И дожидаемся, пока развернется образ, который в развернутом виде будет занимать 1,2 гигабайта. Пишется достаточно быстро, до минуты, вот уже 63%. Все достаточно быстро, около минуты надо подождать. После записи идет проверка. Это тоже нужно дождаться, чтобы быть полностью уверенными, что наша система стартанет. И вот наша карточка памяти готова. Все, можем приступать к установке новой системы. Новая карточка вставлена в сервер, он запустился, я подождал пару минут, теперь нужно определить, на какой IP-адрес он попадет. Можно посмотреть в карте сети роутера, но я обычно запускаю такой вот один из вариантов сканера своей локальной сети, и нужно определить, на какой IP-адрес пока попал мой сервер. Так, как видите, у моего роутера довольно непростая жизнь, приходится работать с кучей девайсов. И он решил выдать серверу адрес 248. И поэтому первый заход будет на этот адрес. Я использую программу PuTTY. Вот мой сервер, он забит под адресом 70, это его штатный адрес, и я ему временно 248. Соглашаемся. По умолчанию root 1, 2, 3, 4 пароль. И текущий пароль 1, 2, 3, 4. Меняю на свой штатный. Повторяю. И теперь просит завести пользователя по умолчанию. Вводим новый пароль ему. Это все мелочи жизни, да. И вот у нас готов к работе наш новый сервер. Чистый с иголочки. Так, и теперь осталось, разверну на весь экран, присвоить ему привычный его адрес. Для этого я использую утилиту Network Manager. Здесь я выбираю, у нас есть Ethernet Connection.
И для того, чтобы он коннектился не автоматически, а туда, куда я ему скажу, я прописываю ему адрес. У меня это 70 адрес. Шлюз у меня это адрес роутера 1, он же DNS. Так, и все, окей. Back. Окей. И теперь можно перезагрузить сервер командой reboot. Так, пара минут на перезагрузку, и вот он появился уже на своем привычном месте. Ну, удобнее иметь статический адрес под этот сервер, хотя бы для того, чтобы ходить на один и тот же адрес веб-интерфейса. 70 это основной, и резервный, который сейчас выполняет функции умного дома, это 71 сервер. Вот они два. И теперь идем на 70. Здесь я ничего не меняю. Да. Захожу под пользователем, которого я создал. Вот. И приступаем уже к установке всех необходимых дополнений для нашего сервера. И первым, что я поставлю, это будет добавление репозитория Universe, который называется. И сразу же после этого обновление списка приложений. Просит пароль для sudo. Здесь надо немножко подождать. Он добавил новый репозиторий. Сейчас обновит списки всех аппликух. Все, списки у нас package list обновлен. И теперь, собственно, обновляем сами пакеты. Я использую dist upgrade, более интеллектуальную команду для обновления пакетов. Ну, здесь некоторое время нужно подождать, пока он все скачает и обновит. Это напрямую зависит от вашей скорости соединения с интернетом. Может занять от нескольких минут, возможно, до получаса. И вот, наконец, список пакетов обновлен, и я здесь одной командой сразу ставлю несколько нужных мне приложений. FTPD – это FTP сервер, MC – Midnight Commander – это файловый менеджер, чем-то похож на FAR, AppArmor – это набор инструментов для защиты, Git – это для того, чтобы выкладывать свою конфигурацию на GitHub, Watchdog – это приложение, которое, если сервер ваш каким-то образом завис, упала система, он перезагружает его. То есть он не даст серверу уйти в даун какой-то такой глубокий. И Mosquito — это MQTT сервер. Вот таким образом одной командой, чтобы 10 раз не набирать, я ставлю сразу эти 6 приложений. Ну, здесь тоже надо некоторое время подождать, пока они все скачаются и установятся. Все поставилось, теперь нужно немножечко поднастроить. И еще раз напоминаю, все команды в той последовательности, которую я здесь ввожу, будут в отдельном текстовом файлике, ссылку на который вы тоже найдете в описании под этим видео. Итак, останавливаем Mosquito сервер. Есть, остановлен сервис. Теперь, используя такой true редактор nano юниксоидный, отредактируем конфиг файл, который находится вот по этому пути. etc mosquito.conf. Так, для того, чтобы удалить нам это все, что здесь сейчас есть, не нужно. Для того, чтобы удалить строку, используем в nano комбинацию Ctrl-K, K английская. Все удалили, и теперь вставляем наше содержимое. На всякий случай напомню. Ctrl-C, Ctrl-V, как мы привыкли в Windows, здесь не работает. Здесь для того, чтобы текст скопировать, достаточно просто выделить его мышкой. А для того, чтобы вставить, достаточно нажать просто правую клавишу мышки.
Теперь выходим, комбинация Ctrl-X, она здесь в левом нижнем углу написана. Спрашивает сохранить, пишем Yes. Спрашивает в какой файл, в этот же, и сохранили. И теперь запомним, для того, чтобы оно все нормально, все эти команды воспринимало, клавиатура должна быть в английской раскладке, просто напоминаю. И можем стартовать уже наш Mosquito сервер. Готово. Теперь следующим мы настроим Watchdog, для того, чтобы он корректно стартовал, и если наш сервер, что-то с ним случится, чтобы он его нормально перезагружал. Здесь надо поочередно выполнить 3 команды, которые вы тоже найдете в файлике настроек, и которые помогут вам беспроблемно и быстро сделать все необходимые настройки и установить Home Assistant. Так, Mosquito сервер настроили, Watchdog настроили, теперь переходим к самому интересному. Устанавливаем необходимые зависимости и Docker. В Docker мы будем ставить Hassio, который сам по себе является контейнером. Здесь у нас 2 зависимости: Avahi Daemon и JD, и собственно сам Docker. Это такая же установка пакетов, как мы делали немножко раньше, и здесь тоже нужно немножко подождать. После установки докера нам нужно добавить пользователя. Я добавляю такого же пользователя Alex, как системный в докер. Есть. И следующим шагом нам нужно перейти в режим рута. Готово. Вот эта вот решеточка означает, что мы под рутом. Самый простой способ установки Hassio в виде контейнера при помощи специального проекта на GitHub. Вот. Это универсальная команда для всех систем до последнего ключа. Последний ключ — это тип системы. В моем случае это 64-разрядный ARM процессор. Все типы систем, которые поддерживаются для такой установки, практически все самые используемые, есть на страничке проекта. Эта ссылка будет также в файлике со всеми командами. Запускаем. Здесь нужно некоторое время подождать, пока скачается и установится Hassio в отдельный докер контейнер. Так что запасаемся немножко терпением и ждем, пока все это дело поставится. И ждем, пока у нас появится вот такая вот надпись Run Hassio. Запущен Hassio. Можем даже увидеть список запущенных контейнеров вот такой командой. Вот у нас стартанул Home Assistant и Hassio Supervisor. И можно переходить на веб-интерфейс. Веб-интерфейс у нас доступен по адресу нашего сервера. Здесь у меня 70-й, который мы в самом начале настроили. Порт 8123. И сейчас пока любуемся картинкой. Настройка Hassio. Это может занять около 20 минут. Пока там настраивается, вот мой secondary сервер, вот его консоль. Вот это точки отслеживания, собственно говоря, сценария в основного сервера. Сейчас статус их неизвестен, потому что еще не стартанули. И вот это 2 переключателя сценариев. У меня отдельно есть все бытовые сценарии и отдельно сценарии для нагрева воды, бойлер. Сейчас работают на резервном сервере. На вкладочке сети вот видно, что 70-й уже поднялся. Но, несмотря на это, сценарии пока на нем еще не запущены. Ждем. Пока покажу несколько картинок с веб-морды. Это у меня вкладочка мониторинга. Здесь динамические панельки, которые открываются, расширяются и сужаются в зависимости от датчиков. Здесь, например, влажность, здесь активных светильников и прочее. Это у меня энергомониторинг. Это у меня камеры. А дальше у меня пошли различные комнаты. Это вот так выглядит интерфейс Lovelace, который я сейчас буду восстанавливать. Батарейки.
перечни автоматизации скриптов, перечни светильников, выключателей, плееров, камер. Здесь все подряд. И вот это очень полезная картиночка, по которой я буду восстанавливать все накопленные значения по энергомониторингу после того, как я восстановлю свой основной сервер. Так, давайте перейдем, посмотрим, что же там у нас происходит. Так, пока мы гуляли по Lovelace, здесь у нас уже появилось стартовое окно. Здесь нам нужно завести пользователя, имя и логин один и тот же, пароль для входа на веб-морду. И создаем нашу учетную запись. Ну, пусть так себе и будет. Готово. К этому мы всему доберемся позже. Вот. Вот пока что у меня довольно печальное пустое зрелище. Просто стоковый Home Assistant. Теперь переходим к этапу восстановления из снапшотов. Здесь у нас пока снапшота ни одного нету. Мне нужно забрать снапшот с Google диска. Я храню 10 последних копий. Буду использовать вот сегодняшний, который сегодня ночью в 2:30 ночи сделан. Google Drive у меня установлен в виде программки, которая подключает просто как папочку его. Это очень удобно. Вот она у меня, локальный ее путь. Вот этот же файлик по дате. Сейчас отсортируем. Вот он. Сегодняшний, сегодня 20 июня, сделан 2:30 ночи. Дальше идем на FTP. FTPD недаром я поставил. И здесь надо в свою домашнюю папку, потому что в другую мы просто не закачаем. Это Home и вот имя пользователя. Закачать наш снапшотик. Все, теперь ждем, пока эти 132, у меня весит 132 мегабайта снапшот, закачаются. Так, все, файлик наш записан. И возвращаемся в консольку. Вот, MC это Midnight Commander, про который я говорил. Это файловый менеджер, что-то вроде фара. Нам нужно перенести вот этот файлик из домашней пользовательской директории. Нужно перенести в наш бэкап. Идем в папочку User, Share. Здесь надо найти папочку Hassio, вот она, и здесь папочка Backup. И переписываем, как в Fire, в Total Commander, в Norton, в Windows Commander, в 5 переписать, а в 6 это у нас перенести. И возвращаемся обратно в наш свежеустановленный Hassio, папочка Snapshot, здесь нужно нажать обновить. Вот у нас тут же появился снапшот, который переписали. Вот, нажав на него, выпадает менюшка, что здесь есть. Все плагины, настройки, база данных. И здесь надо выбирать Wipe, то есть все, что здесь свежее поставилось, прибить в 0 и восстановить. Нажимаем ОК. И осталось немножко опять подождать. Восстановление примерно минут 10 заняло. Тут надо набраться терпения. Сейчас зайдем и посмотрим, что же нам там навосстанавливал. Так, идем во вкладочку обзора. Ну вот. Собственно говоря, сервер практически готов. Некоторые моменты сейчас нужно будет причесать. Вот, например, MariaDB Base. Здесь отпала одна интеграция, но в целом
Как видите, все восстановилось. Так, интеграция с загрузкой сети решается очень легко. Идем в интеграции. Это у нас интеграция UPnP. Ее нужно просто удалить и по новой поставить. Так, появилось хорошо. И то же самое нужно сделать с MariaDB. Останавливаем ее. Конфиг файл я сохраню и удалю. Так будет проще и быстрее, чем разбираться, почему она не запустилась. Так, ищем здесь нашу MariaDB. Вот она. Ставим. Так, поставилась. Конфиг. Ставлю старый. Сохраняю и запускаем MariaDB. Здесь надо посмотреть логи, пока она запустится. Так, MariaDB загрузилась, и для того, чтобы применились все настроечки, нужно перезагрузить Home Assistant. Но перед этим я хочу сделать еще одну вещь. Сейчас покажу. Вот я вернулся в Midnight Commander. Вот в папочке Home Assistant можно посмотреть файлики. Здесь появилась небольшая базка. Ее можно, в принципе, будет прибить. Точнее, не прибить, а обнулить. Для этого используем вот такую интересную команду. cat dev null. Это у нас файлик нулевого размера и Alt-Enter. Все. У нас, видите, он стал нулевым размером. Не удалился, но стал нулевым размером. Так, возвращаюсь. Home Assistant, настройки, общие. Проверим на всякий случай конфигурацию. Конфигурация выполнена верно. И перезапускаем. Перезагрузились. Появился сенсор MariaDB. Размер стандартной базы мы обнулили 0 мегабайт. И появились у нас вкладочки и история, и журнал, которых не было, потому что у нас некорректно работала база. Так, что еще у нас осталось? Есть еще один момент, который нужно помнить и делать. Если вы используете плагин, вот этот Backup Hassio to Google Drive, про который я рассказывал, то здесь есть один нюанс. Его надо тоже код ему переинициализировать. Вот этот код вставить. Как это делать, я рассказывал в видео по резервному копированию на Google Drive. Это надо помнить, и это надо один раз после восстановления из бэкапа сделать. В принципе, система уже работает, тут только вставить этот код, система начнет работать в штатном режиме. И что я еще обычно делаю, это я восстанавливаю параметры по энергопотреблению. Это уже из видео по взаимодействию серверов. У меня есть скрипты, которые берут по REST сенсорам значения с резервного сервера и присваивают их текущему. Таким образом, потерянные данные, так как флешка у меня вместе с Mosquito сервером старым сдохла, данные потерялись, я просто-напросто их восстанавливаю. Напомню, что вся моя конфигурация как раз основного сервера, она есть на моем проекте GitHub. Ссылочка под каждым видео, и все эти скрипты и автоматизации вы можете посмотреть там. Как видите, ничего особенно сложного нету. Основную часть времени на восстановление это заняло либо обновление пакетов, либо переписывание бэкап файла.
Все остальное делается очень быстро и несложно. Я постарался максимально подробно рассказать про процесс восстановления сервера после такой вот аварии. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!